Раз, два, три, 4, 5. Я тебя иду искать. Это же... Это мои письма. Откуда... Ну, как вы осмелились? Спиридонова убили. Ваши письма полны упреков и угроз. Есть свидетели, которые слышали, как во время ссоры вы угрожали убить ее. И кто же эти свидетели? Двойняшки? Да им нельзя доверять. Они же настолько ненавидели Елену, что сами могли убить ее. И отчего же они ее ненавидели? Они ненавидели с самого первого момента появления в доме. А в особенности с момента смерти отца. Они почему-то решили, что это Елена его отравила. И откуда же вам это известно? Я случайно подслушал их разговор, когда был у Елены. Где вы были третьего дня с 12 до 2 часов? Да не помню я. Потрудитесь вспомнить. Кажется, дома. Спал с похмелья. Кто может это подтвердить? Никто. Послушайте, но подозревать меня – это глупость. Я любил Елену. Зачем тогда угрожали? Вы знаете, бывают в отношениях такие моменты. Из ваших писем известно, что она бросила вас. Ну да. Да. Обезумел. Угрожал. Но это глупость. Это фигура речи. Двойняшки со своим дружком. Вот кто ее ненавидел. Что за дружок? Есть у них некто Кунгуров. Приятель Кости и за Викой волочится. Он постоянно в доме у Лены крутился, чем ее раздражал. Когда вы видели ее в последний раз? Последний раз. Последний раз. Что-то тяжко осознавать. Я убил. Да я бы сам умер, лишь бы она жила! Пил я все это время. Даже не помню толком, где меня носило. Все-таки, когда вы видели ее последний раз? Да, вот тогда же, когда поссорились. У нее дома. 5 дней назад. Вы свободны. Возможно, еще вызову. Странный человек. Как топор. Можно избу построить, а можно и человека убить. Что-то с ним не так. Глафира, скажите, а как себя вел Голубев в последнее время? Ну, не ладили мы с ним уже давно, а в последний раз он как будто с ума сошел. Поехал к Спиридонову после того, как пластинку проявил. И Хотите сказать, что он ездил к Спиридонову второй раз? ну да. Да, поеду, говорит, к Спиридоновым и полетел, будто ему там приз обещали. А во время съемки Спиридоновых у вас тут ничего не случилось? Да нет. Ну, он сделал снимки, и мы уехали.
Он проявил пластинку и помчался к ним. Да она даже высохнуть не успела. Я все понял. Антон Андреевич, может, по чаю хотите? Право сказать, желаю, но вынужден раскланяться. В другой раз, если позволите, я к вам еще зайду. Я буду рада. Анна Викторовна, вы ко мне? Нет, Коробейников. Ну, конечно, к вам. Я просто видела очень странный сон. Ну, разумеется, не Коробейников ужасно рассказывать. Да как угодно. Пожалуй, действительно Коробейникову расскажу, потому что он и выслушает, и примет сведения по делу фотографа. Ну, простите, я вас слушаю. Я видела приоткрытую дверцу, как будто бы это дверца шкафа. И оттуда торчит кисть женской руки. Знаете, очень так странно торчит снизу. Ну, как если бы эта женщина лежала в шкафу. Но я не понимаю, при чем здесь фотограф? Ну, как при чем? Это же он мне это все показал. Ну да. Да, и я убеждена, что это как-то связано с его фотокарточками. Спасибо, я учту. Что вы учтете? Ну почему вы все время говорите «я учту»? Вы Я- никогда ничего не учитываете. Я на самом деле очень ценю вашу помощь, вы можете мне поверить. Да? Хорошо, желаю удачи. Анна Викторовна, а Голубев не показал вам, что случилось у Спиридонова? Только шкаф. А кто это Спиридонов? Его последние клиенты. Хорошо, я спрошу у него. Спасибо, я буду признателен. Да. Мефодий, поехали. Голубев, как только проявил карточки Спиридоновых, тут же отправился к ним. Я так и думал. Чего он увидел на этих фотографиях? Не могу знать. Кунгурова мне найдите, приятель двойняшка. Понял. Трогай. Что я вам скажу? Вы были правы. Смерть действительно наступила в результате сильнейшего удара в затылок. На перелом шеи, как мы с вами ожидали, был уже позже, ну, примерно часа через 4. То есть ее убили в полдень, а во враг бросили через 4 часа? Именно так. Откровенно говоря, Яков Платонович, непростую вы мне дали задачку. Я имею в виду вот разницу во времени определить. И как же вам это удалось? А вот все дело в том, что при переломе позвоночного столба у живого человека всегда произойдет внутреннее кровоизлияние, чего, соответственно, не случится у человека мертвого. Браво, доктор. Вам нужно статью в научное издание писать. Я непременно этим займусь, как только появится больше свободного времени. Спасибо, вы мне очень помогли. Я вас всегда жду у себя в гостях. О, Антон Андреевич, здравствуйте. Да. Что-то опять случилось? Да, всегда что-то случается. Некто Кунгуров Иван проживает у вас? Да, есть такой. Он 28-ю квартиру занимает. Я Но его нет. Как? А где он? Уехал. 3-го дня вышел с чемоданом. Сказал, вернется через неделю. А куда уехал? Не сказал. Да я и не спрашивал. Знаете, он такой себе на уме. Скрытный? Ну, не то чтобы... Но не рубаха парень, это точно. Ясно. А лет ему сколько? 19-20. Где служит? Конторщик на пристани. Все-то вы знаете. Работа такая. Благодарю. Ну, то есть он так и не возвращался? Никак нет. Как 3-го дня вышел с чемоданом, так больше и не возвращался. Ну что ж, почты до него не было? Никак нет. Благодарю. Господин сыщик, с чем пожаловали? Да, все с тем же. Надеюсь, вспомнили, кто может подтвердить ваше алиби, кроме собаки? Вот. Сижу, вспоминаю. Смотрите, воля ваша.
Ну зачем? Зачем мне нужно было убивать эту дрянь? Ну вот вы сами на вопросы ответили. Ладно. Меня видел лесник. В верстах в 10 от места ее смерти. Пахомов его фамилия. Я ведь проверю. Проверьте. Хотел поговорить с вашими племянниками. Где они? О чем? Да все о том же, об убийстве их мачехи. Послушайте, я настоятельно рекомендую вам поискать убийцу где-нибудь в другом месте. Мне, когда ваши рекомендации потребуются, я вас в управление вызову. Так где племянники? Тихо. Ты видишь? Так где он? А вот. Тише, тише. Так, давай справа заходи. Давай, давай. Ну-ка, крылья не сломай. А, вон он, вон он. Давай, 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 давай. Давай. А! Да чтоб тебя, а? Куда ж ты? О! Здравствуйте. День добрый, молодые люди. Господин полицейский, а вы не видите Махаона? Он опять ускользнул от нас. А вон он. Вон, лови. Махаон. Рода хвостоносцев. Семейство парусников. Я бабочек коллекционирую. Увлекательное, наверное, занятие. Да. Интересно. А почему же вы решили, что именно мачеха отравила вашего отца? А с чего вы взяли, что мы так решили? Ну, можете не отпираться, я точно это знаю. То есть у вас были какие-то основания подозревать ее в этом? Ей это было выгодно. Отец сразу после свадьбы заболел, и через год умер, а она стала распоряжаться его состоянием. До вашего совершеннолетия. То есть теоретически у вас был мотив желать ее смерти? Ваше предположение звучит нелепо. Значит, по-вашему, мачеха уехала в 12 часов верхом, а вы целый день были дома? Именно так. А где был ваш друг, Кунгуров? Он уехал в Петербург на неделю, а что? Ну, говорят, он часто бывал у вас дома. Да, мы часто проводили время вместе. Когда он уехал? 4 дня назад, еще до всего этого, если вам это интересно. Интересно, благодарю. Я поговорю с вашей сестрой. Я позову ее. Не нужно. А вы коллекционируете бабочек? Мне кажется, сыщик должен иметь какое-то хобби вроде этого. Чем же вам мачеха помешала? Что? Кто первый ударил ее по голове, вы или ваш брат? Вы с ума сошли? Я сейчас пожалуюсь дяде, и он подаст на вас в суд. Зачем Кунгуров уехал в Петербург? Узнать условия поступления в университет. Когда это было? 4 дня назад. И больше я вам ничего не скажу без дяди и адвоката. А у меня больше и нет вопросов. Всего хорошего. Что? Ну что там, Кунгуров? Уехал еще до событий, куда неизвестно. В Петербург. Да что с вами, Антон Андреевич? Я сломал себе все глаза и тронулся умом. Ну что-то должно быть в этой фотографии. Должно, должно. Я раньше не обращал внимания, что на фоне портретов в доме Спиридоновых шкаф. Шкаф? Ну да, действительно шкаф. Картина, стулья, ничего необычного. А это все снимки? Ну да, я привез все, что там было. Они годные? То есть не получившиеся? Да называйте как хотите. Я не обращал на них внимания. Я не знал, что искать. Но теперь знаете, поезжайте к Глафире и найдите мне все негодные снимки из дома Спиридоновых. Лечу.
ждала. Карточки. Эти негодные, не получившиеся карточки. Что случилось? Они... Вы все выбросили? Ну да, в мусор на улице. Глафира, миленькая, ну что же вы, они срочно нужны. Немедленно покажите, куда вы выбросили. Да я не помню уже. В таком случае идемте искать, пожалуйста, это очень важно. Да что такое в этих карточках? Вам лучше знать. Да ничего там не было, ничего такого особенного. А если ничего не было, в таком случае где они? Зачем вы их выбросили? Я просил ничего не выбрасывать. Ну, я не помню, куда-то выкинула и... Вы знаете, они нужны срочно, просто немедленно. Вы знаете, Антон Андреевич, вы все время куда-то торопитесь, вы такой неуловимый. Вы знаете, служба, я при исполнении и сейчас нахожусь. Прошу вас ответить, где карточки. Они нужны мне теперь. На помойке за домом. Я в таком случае отправлюсь туда немедленно. С вашего позволения. Анна Викторовна, день добрый. Надеюсь, не прогоните? Что-то случилось? В управлении вы говорили, что видели руку в шкафу. Вот здесь, на карточке. Посмотрите, это не то шкаф. Да, это тот самый шкаф, только дверца закрыта. Это у Спиридоновых? Почему-то мне кажется, что вы сами уже все поняли про шкаф. Зачем вы приехали? Поверьте, если бы я мог хоть что-то изменить. О чем вы? Да все не так. Но сейчас я бессилен. Ну что ж. Если вы бессильны, тогда, может быть, не стоит об этом тревожиться. Вот они. Нашел. Вы ведь окажете посильную помощь следствию? Милости просим. Благодарю. В таком случае не сочтите за труд. Поставьте, пожалуйста, чайку. И, если можно, какое-нибудь влажное полотенце. Я там С превеликим удовольствием. выкапывал. Стой! Братец, ты пришли кого-нибудь сюда из наших, из полиции. Константин, Виктория! Есть кто в доме? Господин Спиридонов. Кто здесь? Полиция. Слушай, успокойся, у него нет никаких улик. Одни догадки. Думаешь, он отвяжется? Ну, конечно, все хорошо, только как раньше. Добро спит. Пора бы ему уже и проспаться. Что же теперь будет? Все обойдется, этот фараон ничего не знает. Нет за него доказательств. Да он все знает. Он же прямо меня спросил, кто из нас ударил его по голове. Вставай, будем чай пить! Что вы здесь делаете? Вы? А кого вы ждали? Глафира? Глафира! Скорей! Взгляните. Вот. Господи, что это? Дас.
Тетя, вы видели это на самой съемке? Нет, конечно, нет. Вот. Полагаю, что Голубев тоже увидел это в самой карточке. И сразу же поехал к Спиридонову. Антон Андреевич, Да. не уходите, пожалуйста. Ну как же? Я боюсь. Чего? Я боюсь, что меня арестуют. Нет, вы ни в коем случае ничего не бойтесь. Вы ни в чем не виноваты. Мне страшно. Страшно? Спрячьте меня. Как? У меня денег на гостиницу нет. Ну, И податься мне совсем некуда. я вполне, но я не совсем понимаю. Вы ведь один живете. Да, я... Что вы здесь делаете? Почему шкаф пустой? Вы не имеете права здесь находиться и допрашивать нас без дяди. А где он, ваш дядя? Его нет дома. Он только что сбежал от меня через окно. Из дома. Почему? Вам показалось, его нет дома. Советую вам говорить правду. Убийство расследую. Я повторяю, что было в этом шкафу. Одежда. Моль завелась, ее убрали. И хорошенько вымыли пол. Я больше вам ничего не скажу. И ты молчи. На одной из фотографий господина Голубева видно, что из этого шкафа торчит кисть женской руки. Покажите. Фотография в отделении. Когда придет время, увидите. Это что-то из Эдгара По. А вы читали Эдгара По? Читал. Вы задержаны по подозрению в 2 убийствах. В 2? В 2. Господин Голубев шантажировал вас, поэтому вы убили его вечером того же дня. Без дяди мы никуда не поедем. Собирайтесь. Или мне городовых позвать? Дом быстро! Дом на месте! Кто стрелял? Я же потом. Не знаю, кто стрелял. Стой! Стой, тебе говорят! Кто такой? Кунгуров. Вот он, ваш друг, Кунгуров. Яков Платоныч. Нашел. Рука в шкафу. Зачем вы стреляли? Я не стрелял. А кто стрелял? Не знаю, кто-то рядом. А почему же тогда прятались от меня? Потому что боялся, что меня обвинят в убийстве. Когда Кунгуров пришел к вам? За день до того, как Елена пропала. Почему же он пришел к вам с чемоданом? Мы пригласили его пожить у нас пару недель. Но зачем? Да мы просто дружим. Чем же вы ударили госпожу Спиридонову? Она уехала на прогулку и не вернулась. Это все, что мы знаем. А как вы объясните это? Вот сюда, на шкаф смотрите. Этот фотограф шарлатан. Но он же духов снимает. Эта рука – один из его фокусов. Вы ему то же самое сказали, когда он пришел вас шантажировать? Никакого шантажа не было. Ну зачем вы набрали мне про Кунгурова? Мы просто не хотели его впутывать в наши семейные неприятности. Глафира. Ты не забыла,
зачем мы пришли? Да. Нисколько, разумеется. Да. Я включаю сейчас дедуктивный метод и интуитивную напряженность. Надо просто подумать так, как думал бы Голубев. Где бы он выбрал идеальное место для тайника? Неожиданное место для тайника. Там вы смотрели? Разумеется. Это все бросается в глаза. Знаете что, Глафира? Вы не могли бы, ради бога, сделать мне чашечку чая, чтобы я как-то мог сконцентрироваться? Конечно. Глафира. Ну что? Вот, думаю, как Голубев. Так. Здесь. Не на потолке же. Это было бы, конечно, безумием. Более безумно, чем возить дрова в лес, но чем черт не ш... Как? Боже мой. Как ты догадался? Это скорее интуиция, нежели логика. Ты гениальный сыщик. Глафира, я... Ну, не густо, скажем. А вот Мишка, подлец, все прогуляла. Ну, лучше, чем ничего. Дух полковника Лоуренса, явись. Дух полковника Лоуренса, явись. Дух полковника Лоуренса. Ты здесь. А вы уверены, что эта рука не какой-нибудь фотографический фокус? Уверен, что впечатать руку с такой точностью в готовую фотографию практически невозможно. Невозможно. Но вам виднее. Однако признаний нет. Нет, но под тяжестью улик они сломаются. А зачем же Кунгуров тогда стрелял в вас? Да я вообще не думаю, что это был Кунгуров. Нам нужно еще раз осмотреть место преступления. Ну что ж, работайте. Доброе утро, господа. Доброе утро. Да нет уж, добрый день, господин Коробейников. Поздновато являетесь на службу. Вы знаете, что господин... Антон Андреевич выполнял мое поручение. Но это меняет дело. Работайте. Благодарю. Вы наследство получили или в лотерею выиграли? Нет, нисколько. Всего-навсего люблю свою работу. Тогда поехали. Стреляли в меня оттуда.
Я выстрелил в ответ. Предлагаю все хорошенько там осмотреть. Яков Платоныч. Похоже, отсюда он стрелял. Из-за дерева. Ружье охотничье. Значит, стрелял не Кунгуров. Кунгуров не ранен. Выходит так. Пока мы за Кунгуровым бегали, похоже, этот раненый стрелок на лошади ускакал. Сюда двойняшки спрятали тело Спиридоновой. И было у них на это всего несколько секунд, так как в дверях уже стоял фотограф с женой. Да, фотографа отменить они не могли. Ну почему? Кого-то из них посетила блестящая идея использовать фотографа как алиби. Они точно знали, что время будет установлено, и оно совпадет со временем фотографирования. А Кунгуров отсутствует на фотографии, следовательно, алиби у него нет. Но по их легенде он уехал в Петербург, только прятали они его здесь. Но ведь он вполне мог убить Спиридонову. Получается так. Неясно одно, кто стрелял в вас. Да я не знаю, раненого нужно искать, но не удивлюсь, если им окажется дядюшка двойняшек. Анна Викторовна! Ну вы здесь зачем? Я пригласил Анну Викторовну. Пригласили? Пригласил. Я считаю, что она может нам помочь. А вы не считаете, что вы подвергаете ее опасности? Подождите, я сама вызвалась помочь. Скажите мне только имя убитой. Елена Спиридонова. Елена Спиридонова. Угу. А можно я побуду здесь несколько минут одна? Разумеется. Яков Платоныч. Спиридонов в меня стрелял, и он ранен. В больницах нужно искать. И необходимо проверить частных врачей. Наверняка он к кому-то обращался. Вот этим позже и займитесь. Дух, Елена Спиридонова, явись. Дух Елены.
случилось? Мерзавка. Развели тут. Кто разрешил ему здесь оставаться? Мерзавка, дрянь! Ты как ты посмела? Разврат в моем доме! Неблагодарная! Дрянь! Штольман. Там кто-то есть. Я что-то слышала. Спиридонов, полиция! Без глупостей! Сдаюсь. Сдаюсь. Врач мне нужен. Это вы убили Голубева? Да можете не отвечать. Ваш племянник во всем признался. Он за все и ответит. Да. Это я. Костя пришел ко мне и стал просить денег. Серьезную сумму. Я начал расспрашивать его, зачем, и он все мне рассказал. И поэтому вы вечером пришли к фотографу домой и убили его. Да. Это я. Я пришел просто поговорить. Он стал вести себя вызывающе. Опять начал шантажировать. Врача сюда везите. Может быть, его в больницу? Можем не довести. Врача сюда, пусть он здесь решает. Понял. Рана не шуточная. А вы зачем в меня стреляли? Смотрю, вы племянников выводите, а у меня ружье под рукой. С охоты вернулся. Вот и подумал. Вот и решение всех вопросов. Если бы я имел привычку решать так вопросы, я бы должен был бы вас сейчас подушкой придушить. Искали его по всему городу, он оказывается здесь. Это он убил Голубева. Я видела какую-то даму, она кричала на девушку, а зато вступился юноша. Он толкнул даму, и она головой ударилась. Почему же они это скрыли, идиоты молодые? Я не знаю. Можно я домой пойду? Я здесь закончу и вас провожу. Ладно, сама дойду. Анна Викторовна, я вам когда-нибудь все объясню. Ну, это вы мне уже говорили.
Представляешь? Они решили, что их непременно обвинят в убийстве и спрятали тело. А дядя решил, что это они убили и убил фотографа-шантажиста. Какое-то чудовищное сплетение недоразумений. И именно расплетать эти недоразумения... Я купила наша билет. работа. В театр? Нет, на поезд. Нет. Как? Ты уезжаешь? Надолго? А я? Дорогой мой, мне было хорошо с тобой. Глафира. Ты же не думаешь, что мы с тобой можем пойти под венец? Да, признаться, я не думал об этом. Вот хорошо. Я просто не успел. Все Не о чем случилось... тут думать. Ты и я супруги. М? Мы же слишком разные. Глафира. Спасибо тебе за все. За деньги, которые ты подбросил. Наверное, это были все твои сбережения. Как ты догадалась? Догадалась. Я в ту фотокамеру раз 5 заглядывала. Это было очень благородно с твоей стороны. Да. У меня будет еще жалование на следующей неделе. Будут еще деньги. Глафира, пожалуйста. Милый, чудный Коробейников. Я благодарна тебе за все. Я буду помнить эти 2 дня, эти 2 ночи. Не провожай меня. Прощай. Ну что же вы наделали? Зачем? Вы же невиновны. То есть вы были невиновны до того момента, пока не устроили все это. Но объясните мне, зачем? А кто бы нам поверил, что это было случайно? Я бы вам поверил. Да вы первые нас подозревали. Когда отец умер, мы пошли к вам в полицию. Мы приходили, потому что думали, что это мачеха его отравила. Полицмейстер сказал нам идти восвоясь и оставить эти фантазии. И тут она убита. Это я ее убил. Нечаянно. Она так ужасно кричала. Я ведь всего лишь хотел защитить Вику от нее. У нас была всего 1 минута на размышление. Фотограф был уже на крыльце. И я подумал, что это хорошая возможность для алиби. А фотограф? А фотографа мы не трогали. Да, он пришел с фотографией, я обещал ему денег. И бросились за деньгами к дяде? А к кому еще? Он обещал… Нет. Нет. Этого не может быть. Он пообещал вам деньги, а вечером пошел к фотографу и… Нет, дядя не мог. Мог. Господин следователь, мы с Иваном возьмем всю вину на себя, но, пожалуйста, отпустите Вику. Евграшин! Проводи барышню. Слушаюсь, ваше благородие. Пройдемте. Это возможно, но все зависит от вас. Ваши показания должны быть убедительны и согласованы. Запишите в протоколе. Это я толкнул Елену. А потом мы вдвоем отвезли ее во враг. Но только вдвоем. Анна Викторовна, спасибо, что нашли время. У вас что-то важное? У меня, собственно, дело к вашему батюшке. Я по известным вам причинам не могу непосредственно к нему обратиться, поэтому прошу помочь. Да. Спиридоновым нужен адвокат. Хороший адвокат. Я сам бы предложил это дело Виктору Ивановичу, если бы не ссора. Так что посодействуйте. Да. Конечно, я передам ему вашу просьбу и думаю, что он возьмется за это дело. Благодарю. Так вы Спиридоновым сочувствуете? Признаться честно, да. Молодые люди, вся жизнь впереди, а здесь
такое дело, девушку особенно жалко. Ах, вам девушку жалко? Ну как же, она же врала. Она же скрывала улики, препятствовала следствию. Она виновна. Нелепый трагический случай, испугалась, растерялась. Хотела избежать наказания. Вижу, вы сегодня необычно суровы. Зато вы непривычно прекраснодушны. Нет, вы мне скажите, а с чего вдруг такое покровительство молодым девушкам? И почему меня вы так не баловали? Несправедливо. Ну чем? Ну чем она заслужила такое покровительство? Да почему вы сегодня так воинственны? Вашу просьбу я отцу, конечно же, передам. До свидания, Анна Викторовна.